Друзья, всем привет! Сегодня мы вам покажем самый бюджетный рынок в Паттайе. Мы, конечно же, решили проверить, действительно ли ночью рынок работает. Именно сегодня мы побываем на рынке, где цены вас действительно удивят, потому что, когда мы записали первый ролик с Паттайи про цены на фрукты, на овощи, многие в комментариях писали, что серьезно, это низкие цены в Паттайе, и мы задались целью узнать, где же можно еще дешевле найти цены. И, собственно говоря, мы нашли, и сейчас вам покажем. Единственный маленький нюанс, что он работает с 6 утра, самый пик тут в 8 утра, да. Мы не смогли, к сожалению, встать так рано. Мы приехали к 12, но, тем не менее, сейчас практически все работает, да, потому что мы сюда приезжали чаще всего в 3-4 дня, когда уже, наверное, 2/3 того, что вы сейчас видите, было закрыто. Но, тем не менее, мы всегда тут что-то покупали. Видите, несмотря на то, что это локальный рынок, тем не менее, тут вот можно найти что-то и на русском. И тут, видите, сладкие арбузы, как астраханские, ничего себе. Я удивлен, потому что, честно говоря, я думал, что тут не будет ничего на русском. Потому что, когда мы приезжали днем, тут иногда даже на английском нас не понимали, и мы иногда общались только с помощью переводчика. Ну что, смотрите, здесь папайя стоит всего лишь 30 бат. Но обратите внимание, что она такая чуть-чуть какая-то не самая красивая. Но хорошая за 40, в принципе, здесь цена, как и везде. Будьте готовы к тому, что тут между рядов ездят на байк. Это нормально, тайцы заезжают прямо на байке, закупаются, кладут в байк и едут дальше. Это с одной стороны удобно, с другой стороны, когда ты пешеход, не очень. Джекфрут стоит всего лишь 20 бат, вот такая вот упаковочка. Обычно стоит 40 бат. Авокадо здесь стоит 60 бат за килограмм, где обычно стоит 100 бат за килограмм. И здесь даже написано, что есть нужно послезавтра. А вот здесь как раз выбраны те авокадо, которые можно есть сегодня. Смотрите, мы впервые нашли яблоки по такой низкой цене, всего лишь 25 бат. Ну и бананы, посмотрите, 20 бат всего, правда такая небольшая связка, побольше уже стоит 30, в то время как на рынке Ромпхо, по-моему, стоит 40-45, а именно на туристических рынках иногда бывает и вообще 80-100 бат, то есть вы чувствуете, какая разница, тут намного-намного дешевле. Видите, мы пришли в 12 часов дня, и тем не менее людей очень и очень много. Видно, как и местные, да, наверное, 2/3 это местные, но также, конечно же, есть и туристы, причем наших очень много. Но, опять же, наши это, скорее всего, не туристы, а именно те люди, которые уже тут живут давно, экспаты, да, потому что те люди, которые живут тут давно, они как раз-таки разбираются в ценах, знают все рынки, где подешевле, потому что смысл переплачивать. Этот рынок находится в не самой туристической зоне, да, он не находится там на Пратамнаке или же где-то рядом с пляжем, а он находится на Тепразите, где-то посередине улицы. Тут рядом тоже нету никаких отелей, поэтому, чтобы сюда приехать, нужно будет взять или Сангтео, тук-тук, или же на своем транспорте. От нашего Кондо в 3 километрах находится этот рынок. Тем не менее, сели, приехали, взяли то, что нам нужно на 3-4 дня вперед. И очень даже неплохо. Смотрите, мы папайю нашли всего за 25 бат. Причем она, хорошая, не гнутая, как та, да. Очень даже хорошая, ничего себе, 25 бат. Это же вообще даром. Обычно сколько? 40 бат минимум, да? Это указана стоимость за килограмм, не за штучку. И смотрите, мой любимый ланган, который я люблю брать. К примеру, сегодня мы поедем вечером на Пратамнак, и там есть овощи и фрукты. Вот именно на том рынке будет стоить 125 бат. Представляете, какая разница? Ну и самая низкая цена на манго, которую мы только видели, 35 бат за килограмм. Можно здесь взять. Даже сейчас на Ромпхо маркет уже таких цен нету. Мы снимали в начале ноября цены, там было 3 килограмма за 100 бат. Сейчас таких цен нет, там, по-моему, 1 килограмм за 50 бат, потому что уже высокий сезон туристический, все приезжают, и невыгодно им делать очень низкую цену, а тут вот, пожалуйста, приходите, покупайте. Можно увидеть, что некоторые секции торговые уже закрываются, потому что уже день, да. Основной поток покупателей прошел, это было 8-9 утра. И вот чем дальше мы будем тут находиться, тем больше лотков уже будет закрыто. Поэтому мы сейчас хотим быстро пробежать, все показать и, конечно же, параллельно закупиться. Потом расскажем, насколько мы все взяли. 3 манго вышло всего лишь на 42 бата. Честно говоря, очень неудобно, когда ты идешь, постоянно оглядываешься, едет байк или нет. Уже несколько раз тут несколько человек не сбило, потому что люди ходят, чуть зазевались, такие от одного лотка к другой идут, а там байк несется. Тайцы очень быстро тут ездят.
даже на спортивных мотоциклах. Поэтому есть, конечно, некоторые неудобства. Но что вы хотите? Вы же покупаете фрукты со скидкой. Это вам не туристический рынок, где будут все удобства. Тут получается огромнейший такой ангар, видите? Просто нереальных размеров. Но самое интересное, еще и прилегающая территория рядом с этим ангаром. Тут тоже что-то продается. Правда, именно если вы приезжаете где-то после 2 дня, это все будет закрыто. Ох, сколько ананасов, ничего себе. Покупай не хочу. О, 10 бат всего? Да, да. Ничего себе. Тут надо закупаться вот такими пакетами и ехать куда-нибудь продавать на Jomtien Night Market или же просто на пляж. Смотрите, всего за 8 бат. Такая низкая цена. Все, мы возвращаемся обратно в ангар. Маша сказала, что тут, оказывается, не только фрукты, тут еще где-то есть морепродукты. Мы вот хотим проверить, так ли это или нет. Да, видно, уже кто-то закрылся. Вот по левую сторону видно, там вообще закрыто. Вон, видите, кто-то уже спит. Продал все, что хотел с утра. И, собственно говоря, сабай днем. Но рынок прям, конечно, огромный. Смотрите, мы уже поспешили, купили за 35 бат за килограмм, а тут всего за 30 бат. Видите? А какие-то манго за 150 бат, а какие-то за 80. Но какие-то, видимо, разные сорта. Напишите нам в комментариях, почему такая разница. А, еще есть вот такой вот виноград за 180 бат. Цена на Ромпхо Маркет такая же, но он невероятно вкусный. Вот, если вы приходите после 2, после 3, то дальше уже обычно все закрыто. Вот тут уже ничего нет. Сейчас работает. И это очень хорошо. Честно говоря, я думал, что мы приедем в 12, тут вообще будет половина всего закрыта. Потому что я читал, что 8 основная активность. Смотрите, оказывается, тут можно и перекусить. Готовая рыбка, колбаски и какие-то есть супчики. Поэтому, если вы с утра проснулись, не успели поесть, чтобы приехать сюда пораньше, то не страшно. Можно тут перекусить. Мандарины тут есть. Причем цены, видите, очень хорошие. 35 бат. Это, конечно, не марокканские, но, тем не менее, они сладкие. Мы тут брали мандаринчики. Ну вот, потихоньку начинается рыба появляться. Видите, такая вот рыба с такой головой по 90 градусов стоит 40 бат. Две рыбки. Но вот тут чувствуется настоящий дух Таиланда, да, это вам не рынки туристические, где вам по-русски будут зазывать, говорить: привет, как дела, бери по 100 бат. Тут, скорее всего, и по-английски с вами не смогут пообщаться. Кто хочет почувствовать настоящий Таиланд, а не просто посидеть в туристической зоне, вот сюда, мне кажется, стоит тут побывать. Hello. О, смотрите, даже сосиски какие-то можно купить. Интересно, необычно. О, мы только что спросили, когда же можно купить морепродукты. Нам сказали сначала в 3 часа ночи. Говорит, но самый свежий будет в 1 и 2 ночи. Представляете, в то время, когда мы практически идем ко сну. В Google картах было написано, что здесь есть еще морепродукты. И мы удивились, когда там узнали, что это ночью можно все купить. И мы сейчас специально переспросили, они сказали, что да, действительно, здесь морепродукты продаются именно ночью. А, ну вот, наверное, это отсек, где продавались морепродукты. Это сразу можно увидеть по таким специальным контейнерам. Видите, тут, скорее всего, лед хранится. И прилавки, где тоже снизу хранится лед, сверху морепродукты, чтобы ничего не пропадало. Видите, все уже давным-давно все собрали, помыли, упаковали. Только мы пришли в 12 часов дня на все посмотреть. Но запах тут именно рыбного рынка. Вот тут чувствуется запах рыбы. Чувствуется прямо вообще. Ух. Ну, а тут овощи, да. Нам, кстати, овощи тоже нужны. Сейчас что-нибудь себе возьмем. Но я еще хочу дойти до конца рынка, до самого конца ангара, посмотреть, что там. Потому что в самом начале, мы вам чуть позже покажем, там есть макашница, где можно перекусить, что мы и делали, когда приезжали сюда часа в 4, в 5. Мы там садились и кушали вкусный паттай или том-ям за приемлемую цену. Ну и получается так, что в конце рынка как раз-таки он такой вот чисто овощной. Смотрите, какой картофель, какой чистый, вымытый, хороший картофель. 30 бат. Обычно такая картошка стоит от 50 бат, ну вот на Ромпхо Маркет. Ну и сейчас мы возьмем помидорки, они стоят всего 30 бат килограмм. Видите, разные сорта есть, совсем маленькие. Есть слива, сливовидные, и есть вот такие вот круглые. Мы обычно берем вот такие вот.
На рынке Рампо цена на помидорки в 3 раза дороже. Пакет овощей вышел на 38 бат. Смотрите, мы нашли такой отдел, где еще продается мясо. Видите, можно курочек купить. Скорее всего, не только курочек. Сейчас спросим. Здравствуйте, у вас можно купить только курицу? Здесь вонь просто ужасная. Я думаю, почему? По ходу дела здесь готовится рыбный соус. Запах просто ужас. Вот здесь вот, посмотрите, еще какие-то соусы готовятся. И вот здесь соленья. Да, и потом, скорее всего, из этих чанов все переливается вот в такие вот тюбики. И потом продается, добавляется в наш любимый пад-тай и остальные тайские наши блюда. Да, в самом конце получается только овощи. Видите, в самом начале рынка были фрукты. О, даже редиска есть, что не может не радовать. Тыква, свекла, картофель. Все, что вы хотите, тут есть. В изобилии, да? Ну вот, смотрите, наш любимый вот лучок, зелень. Всего по 10 бат, вот такой вот пучочек. Это же, ну, это очень хорошая цена. И еще тут есть проростки мои любимые, которые тоже в Паттайе можно найти. Стоит всего 10 бат такой пакетик. Тут, когда спрашиваешь, сколько стоит, часто говорят по-тайски. Я говорю 20, а они такие, да, дисип. Дисип это будет 20. А вот это соус для салата сомтам, как раз рыбный соус. Смотрите, он такой своеобразный очень. ฉันเปิดประมาณ 12 โมงตอนกลางคืนแล้วก็เรา Я открылся около 12 ночи. О, 12 часов ночи открывается. Капункап. В общем, это получается такой полноценный ночной рынок, да, нужно сюда приходить в 12 час ночи. Будет интересно побывать тут 12 часов ночи, возможно, нам удастся это сделать или сегодня, или уже в следующую зимовку, и посмотреть, отличается или нет от того, что мы видим сейчас. Ближе к часу дня, видите, уже все собирают, уже многие лотки уже закрыты, а тут все, даже выключили свет, тут уже ничего не купишь. К 2-3 часам дня уже, наверное, 80% будет не работать, поэтому имейте это в виду. Ну вот, тут также есть различные, видите, приправы, перчики. Если вы любитель сушеной рыбки или каких-то приправ вот таких, то, конечно, лучше вам сюда приходить и закупать. Тут, наверное, будут самые низкие цены. Ну и вот случилось то, о чем я говорил. Видите, затор, авария. Не проехал на колеснице своей, но вот более-менее разъехались. Рынок очень большой, да, чтобы экономить время. Какого-нибудь гонца с ресторана позвали, там что-то закончилось. Он сюда на мопеде своем заехал, быстро купил и уехал. То есть и быстро, и дешево. Очень много плюсов для бизнеса. Да, можно даже увидеть сладкое. Смотрите, необычно. Всякие желешки можно купить, мармеладки. Тайские сладости немножечко странные. Например, вот этот десерт, он делается из желтка. По вкусу очень странный. А вот это делается из кокоса. В принципе, очень многое делается здесь из кокоса. И они еще очень любят вот эти вот желешки. Каждый раз, когда их спрашиваешь, это вкусно, они да, это очень вкусно. А ты пробуешь, а это не очень вкусно. Вот тоже из кокоса, скорее всего. Тут есть маленькие сладкие ананасы по 10 бат. Но мы взяли чуть побольше, тоже за 10 бат. Но нам придется его чистить. Вот мы нашли еще passion fruit всего лишь за 40 бат за килограмм. А вот самый дешевый манго, который мы видели, видите, 25 бат, но он еще зеленый, то есть придется его положить дома в темном прохладном месте и ждать, когда он поспеет. Видите, тут есть не только что-то съедобное, можно также купить какую-то кухонную утварь, все, что нужно для готовки. Ну и кого интересуют цены на яйца в Таиланде, такой пакетик десяток яиц стоит 50 бат. Причем яйца очень хорошего качества, всегда ешь, вот как в деревне у бабушки, знаете, такие прям с насыщенным желтком. Вот мы обнаружили еще и гуава. Маша сказала, что это самый полезный фрукт, но он невкусный. Но тем не менее, тут цена привлекательная, возьмем. Все-таки мы в Таиланде, надо есть полезные фрукты. Все-таки решили купить папайю, 2 штучки, сколько? 26 бат. На рынках Паттайи всегда приятно встретить наших зрителей и подписчиков, очень приятно всегда услышать отзывы. Дальнему Востоку привет! Ну и вот еще бананы, видите, по 20 бат всего, очень и очень дешево. Смотрите, есть такие бутылочки из свежевыжатого сока авокадо. Одна бутылка 35 бат. Какие цены на апельсины? 50, 40, 30 и даже 25 бат. Очень большими цифрами все нарисовано, чтобы заметить. Ну и, конечно, мы возьмем еще кокосовую водичку. Одна штучка 35 бат, да?
А кокос стоит всего 28 бат. Это, наверное, самая низкая цена, которую я видел в Таиланде. Да, вот даже за 24 бата, а маленький за 22 бата. Ну и, конечно же, запах от дуриана 190 бат за килограмм. Хорошая цена. Если вы любитель вкусного шейка, манго-шейка или еще чего-либо, 25 бат тут стоит, как на Jomtien Night Market. Ну, очень хорошая, низкая цена. Ну и вот, сколько мы всего закупили, это буквально на 3 дня. Вот такое количество фруктов и овощей получилось на этом рынке за 224 бата купить. Обычно мы за такое же количество тратим где-то 350. В час дня можно видеть, что тут макашницы закрыты. Где-то после 5 тут все будет функционировать. Ну и вот тоже макашницы, многие закрыты. Тут, кстати, очень вкусное мороженое по доступной цене 20 бат всего. Ну, кстати, я удивлен. Тут сейчас практически все открыто. Тут, кстати, очень вкусный где-то том-ям. Вот тут закрыто. Мы обычно в этой макашнице заказываем или том-ям, или том-ха, или же паттай. Он довольно добротный. И Five Star. Кстати, в этой зимовке для меня открытие. Не знаю, они раньше были открыты или нет. Но частенько мы тут тоже что-нибудь заказываем. Чаще всего это бывают вот эти вот вещи. Они очень вкусные. Какие-то есть острые, есть не острые. Говорите no spicy и получаете no spicy. Есть еще вот эта рулька, я не пробовал, но выглядит очень и очень вкусно. Ну а там закрыто, если вы приходите вечером, то, конечно же, это все будет работать. Мне интересно, вот 12 часов ночи, тут открыт этот фудкорт или нет? Если мы сюда вернемся, то обязательно проверим. Еще тут есть такие вот наивкуснейшие миксы. В таких вот штучках вы выбираете то, что вам нужно. Во всех обязательно есть свекла, потому что она очень и очень полезная. Кап-н-кап. Можно, кстати, самостоятельно набрать себе фруктовую корзину в эту штучку, и вам ее измельчат. Обязательно берем свеклу. Побольше. Побольше, да, потому что морковка. У нас будет супер полезный киви. Немного обязательно ягод, потому что в Таиланде их тут немного не хватает, да? Да, и клубники. Конечно же, клубника тут очень дорогая. И, конечно, драгонфрукт еще немного. Ананас. Сапорот. Молоко. Не. Мамуан. Молоко, папайя. Yeah? Молоко, папайя. Yeah, we study Thailand language. Ну, зайдешь на тайский рынок, и язык подучишь, и пообщаешься, еще и вкусный полезный коктейль найдешь. Кап-н-кап. Very good, yeah. Арой, мак-арой. Very sweet, арой, yeah. Очень вкусный сладкий рис. Он прям реально такой подслащенный, и он очень вкусный. Потому что мы чаще всего в Чангмае покупали, он был не подслащенный, просто липкий такой безвкусный рис с манго. И вот он прям реально вкусный. Thank you. В общем, набрали фруктов, наобщались с тайцами вдоволь. Что мне нравится в тайцах, они практически все очень открыты. Подойдешь спрашивать, и они с удовольствием тебе что-нибудь расскажут, покажут, улыбаясь, даже если мы что-то не понимаем, они что-то не понимают. Они будут улыбаться и продолжать с тобой общаться. Это очень здорово. Друзья, как вы помните, у нас есть большой гайд про Таиланд. Он получился на целых 46 страниц. Там огромное количество полезной информации. И он так всем понравился, что мы решили сделать еще подробный гайд про Паттайю, где вы найдете всю информацию, рынки, магазинчики, кафешки, куда сходить на экскурсии, куда в принципе съездить, где что-либо купить дешевле. Все вы там найдете. Готов он будет 13 февраля, а заказать вы его можете прямо сейчас по самой выгодной цене по ссылке в описании под видео. Мы ехали и увидели невероятное сооружение. Сначала подумал, это что-то связано с флотом, может быть, думал, какое-то училище флотское. Смотрите, прям настоящий корабль. Но оказалось, это 7-Eleven. Представляете? Выглядит, конечно, эпично. Давайте пойдем и посмотрим, что там внутри. Ух ты, смотрите, и внутри тоже очень необычно. Большой экран, и там морское дно.
Hello. Улыбающиеся обязательно продавцы и довольно вместительный 7-Eleven. Видите, Маша уже, конечно, себе что-то вкусное заказывает. Что ты себе заказываешь, Маш? Я вот думаю, может быть, вот это заказать всего 64 бата стоит. А, Вот получается, тут даже кухня есть, да? да, да, вот уже готовое. Здесь есть кофейня, и здесь еще можно, посмотрите, сколько много десертов. Да, десертов тут действительно Что много. интересно, здесь они вкусные. Вот этот вот чизкейк вкусный, вот этот вот шоколадный торт вкусный. Как всегда, во всех 7-Eleven можно найти практически все, что угодно, от какого-то кабеля, провода до вкуснейших каких-то вот этих вот кальмаров и всего остального. И смотрите, что я еще тут увидел. Робот летает над нами и что-то говорит постоянно. Причем робот в ластах. Но самое интересное, тут есть еще, конечно же, и второй этаж. Но, к сожалению, сейчас, видите, все закрыто. А так, там, я так понимаю, большая кофейня, где можно попить кофе. А пока что можно посидеть и тут. Видите, есть столики, причем не только внутри. Можно также выйти наружу и посидеть, и там отведать свою еду. Смотрите, что тут есть. Мы сейчас берем колу, засовываем ее вот в такой агрегат, нажимаем вот эту кнопочку, и смотрите, что сейчас будет происходить. Кола замораживается. Да, она вот, смотрите, замораживается. Вот здесь видно. Видите, она вся льдом покрылась. Смотрите, здесь внутри прям видно лед. А правда, что это самый большой 7-Eleven в Паттайе? สวัสดีนี่คือเซเว่นที่ใหญ่ที่สุดในพัทยาค่ะ Он самый большой. Thank you very much. Чизкейк здесь просто невероятно вкусный, идеальная консистенция и идеальная степень сладости. Он не очень сладкий, как все в Таиланде, как, например, тот же самый кофе холодный, а прям вот как надо. Надо, чтобы было не очень сладко, не приторно. Вот это вот идеально. Мы, конечно же, решили проверить, действительно ли ночью рынок работает. Сейчас на часах 12:49. Если верить Google картам, рынок начинает работать в час. Мы приехали за 10 минут и видим, что полным ходом сейчас привозят провизию, мясо, тушу, где-то еще я видел морепродукты, рыбу привезли. То есть полным ходом сейчас идет оснащение рынка. Пойдемте буквально чуть-чуть посмотрим. Вот видно, только-только привезли мясо, видно еще свежее. Можно его тут прям, как говорится, с пылу, с жару сразу же и купить. Для ресторанов это, конечно, находка. О, смотрите, сколько тут. Запах тут, к счастью, он не передается, потому что запах не самый приятный. Видите, полным ходом идет подготовка к ночному рынку. У меня такое ощущение, мы единственные иностранцы тут, которые пришли ночью. Все привозят вот на таких типичных тайских машинах, грузовиках, да. Про них ходят легенды. И смотрите, как скидывают все. Ловкость рук. С одной стороны, смотрите, мы заперты. И с другой стороны идет разгрузка. Получается так, что мы посередине и нам не пройти. Но что я могу заметить, буквально вот за 5 минут до открытия рынка далеко не все открыто, но многое уже открывается. Овощи, фрукты, морепродукты. Сейчас посмотрим, работают или нет. Далеко не все вас обрадует, да? Видите, лежит дохлая крыса. Если вы заходили на рыбный рынок на Клуа и удивились там запаху, вони, грязи и так далее, то это не запах, вони, грязь. Вот здесь вот запах, вони, грязь. Да, запах тут, конечно, что-то с чем-то. Самое интересное, что днем его не было. Вот сейчас какой-то прям запах такой максимально неприятный. Только что мы спросили ребят, во сколько они открываются, они сказали, что в 3. Это мы спросили морепродукты. Мы хотели купить креветки, но до 3 часов мы, конечно же, тут ждать не будем. А, возможно, что-то другое открывается раньше. В общем, если вы хотите настоящую экзотику, то приходите сюда вот в час ночи. Вы увидите настоящих трудяг. То, что мы не видим, когда приходим на рынки, вот это как все поставляется, какими усилиями и трудом.
Это можно увидеть вот именно в час ночи. Но если верить тому, что мы читали, самый пик посещаемости этого рынка именно с 8 до 9. Поэтому, ну, конечно, ночью мало кто сюда будет приходить, да, большинство тайцев спит, но вот с утра начинается работа, рестораны, кафе, все сюда приезжают за самым свежим и потом везут на кухне, где это все готовится, и вы потом все это едите. Сейчас спрашиваем, сколько все стоит. Ценники, конечно, вообще очень и очень удивляют на мясо. Видите, мясо в первую очередь сюда привозят. Поэтому, если вы хотите урвать самые дешевые кусочки мяса, нужно приезжать к часу. Только что мы спросили, фарш из говядины стоит 140 бат 1 килограмм. Смотрите, здесь курица стоит 25 бат за 1 килограмм. Она замороженная. Я вообще впервые вижу такую цену. Печенка стоит 18 бат за 1 килограмм. Ужасно хотим спать. Мы вам показали, что рынок действительно ночью работает. Мы свое дело сделали. И следующее наше место, которое мы хотим показать, будет рынок Портамнак. Его мы уже покажем в следующей серии, как он изменился по сравнению с прошлым годом. Спасибо за просмотр. Если вам было интересно и полезное видео, то, пожалуйста, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока!